Утро началось с тихого движения машин по узкой дороге, ведущей к старому кладбищу за пределами небольшого города. Впереди ехал катафалк. За ним медленно двигались автомобили родственников и друзей. Внутри находился гроб с Майклом Харпером, 60-летним ветеринаром, который умер 2 дня назад после внезапного сердечного приступа. Его жена Элизабет ехала в первой машине и почти все время смотрела в окно. Она не могла поверить, что еще неделю назад Майкл сидел рядом с ней за кухонным столом, а теперь его везли туда, откуда уже не возвращаются. Никто в процессии не разговаривал громко. Даже водитель катафалка, Томас Рид, обычно разговорчивый человек, всю дорогу молчал. До кладбища оставалось около 10 километров, когда Томас заметил вдали несколько слонов и слегка сбросил скорость. Стадо переходило дорогу в нескольких сотнях метров впереди, поэтому он остановился и стал ждать. Животные медленно скрывались за деревьями, но один огромный слон остался позади. Он стоял неподвижно и смотрел прямо на катафалк. Томас несколько секунд наблюдал за ним, а потом слон неожиданно пошел к ним. «Только этого не хватало», — пробормотал водитель. Слон приблизился к капоту, поднял хобот и осторожно коснулся его. Затем сделал шаг в сторону и снова посмотрел на катафалк, а затем вдруг развернулся и ушел в сторону деревьев. Томас подождал, пока животное отойдет, и продолжил движение. Все решили, что необычная встреча закончилась. Однако через несколько минут слон снова появился. На этот раз он выбежал на дорогу прямо перед катафалком. Томас побледнел. «Может, надо вызвать рейнджеров?» — сказал он. Элизабет кивнула, но прежде чем она успела достать телефон, слон неожиданно громко затрубил. Он явно не собирался пропускать машину. Через несколько минут приехал рейнджер из ближайшего поста. Его звали Дэвид Коллинз. Он внимательно посмотрел на слона и сразу изменился в лице. «Я знаю это животное», — сказал он. «Это Рокки». Элизабет замерла. Имя показалось ей знакомым. «Майкл когда-то рассказывал о нем?» — спросила она. Дэвид кивнул. «Более чем рассказывал. Он спас ему жизнь». Много лет назад Рокки попал в проволочную ловушку. Молодой слон тяжело ранил ногу и несколько дней не мог выбраться. Майкл тогда работал ветеринаром в заповеднике и занимался его лечением. Он провел возле него несколько недель, пока животное не восстановилось. Рокки после этого всегда узнавал Майкла. «Но почему он сейчас остановил нас?» — спросила Элизабет. Дэвид посмотрел на катафалк. «Не знаю, но лучше не трогать его». Рокки снова подошел к машине. Он поднял хобот и начал медленно водить им по металлической стенке катафалка. Затем вдруг издал необычный низкий звук. После этого Дэвид попросил Томаса открыть заднюю дверь. Водитель колебался, но все же выполнил просьбу. Гроб был закрыт. Рокки увидел его и громко затрубил, а затем начал бить ногой по земле. Кладбищенский работник осторожно открыл крышку гроба. Все вокруг замерли. Майкл лежал неподвижно. Его лицо было бледным, глаза закрыты. Элизабет отвернулась, не в силах снова смотреть на мужа. Но Дэвид почему-то не отходил. Он наклонился ближе и приложил пальцы к шее Майкла. Несколько секунд ничего не происходило. Затем рейнджер резко выпрямился. «Подождите. Здесь что-то есть». Он снова проверил пульс, на этот раз гораздо внимательнее. «У него есть сердцебиение». Элизабет резко повернулась. «Что ты сказал?» «Он жив. Немедленно вызывайте скорую». На дороге началась паника. Люди бросились звонить медикам, а Дэвид продолжал проверять дыхание Майкла. Оно было настолько слабым, что его невозможно было заметить без специального оборудования. Через несколько минут приехала бригада скорой помощи. Врачи подключили Майкла к аппаратуре и подтвердили невероятное.
Сердце билось, хотя крайне слабо. Он находился без сознания, но был жив. Врачи объяснили, что 2 дня назад после остановки сердца Майкл был признан умершим, однако произошло невероятное стечение обстоятельств. Из-за крайне слабого сердцебиения и ошибки при первичном осмотре его состояния определили неправильно. Но даже медики не могли понять, почему он оставался жив все это время. Теперь главным было успеть доставить его в больницу. Рокки все это время стоял в нескольких метрах и не уходил. Когда врачи начали работу, слон вдруг успокоился. Он перестал трубить и просто наблюдал. Через несколько часов в больнице врачи сообщили семье, что Майкл пережил кризис. Следующие сутки были решающими, но сердце продолжало работать. Через 3 дня он пришел в сознание. Первое, что он спросил, увидев Элизабет, было: «Где я?» Она заплакала и рассмеялась одновременно. «В больнице. Но ты мог быть уже на кладбище». Майкл долго смотрел на нее, не понимая. Потом Элизабет рассказала ему про Рокки. Когда она произнесла имя слона, Майкл замолчал. «Он остановил машину?» — спросил он. «Несколько раз, и не позволял нам ехать дальше». Майкл закрыл глаза и улыбнулся. «Значит, он меня узнал». Через несколько месяцев, когда здоровье Майкла восстановилось, он впервые вернулся в заповедник. Рокки находился далеко от дороги вместе со стадом. Когда слон заметил знакомого человека, он остановился. Майкл тоже замер. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Потом Рокки медленно подошел. Майкл поднял руку и положил ладонь на его хобот. «Когда-то я думал, что просто спас тебя», — тихо сказал он. «А оказывается, мы просто спасли друг друга». Рокки осторожно коснулся его плеча хоботом. Майкл засмеялся сквозь слезы. Он никогда не считал себя героем. Тогда, много лет назад, он просто не мог оставить раненого слона одного. А Рокки спустя годы сделал то же самое. Он увидел беду человека, которого когда-то запомнил, и отказался позволить ему исчезнуть. В тот день Майкл должен был отправиться на собственные похороны. Вместо этого он вернулся домой. И всю оставшуюся жизнь говорил, что самым невероятным событием в ней был не сам факт того, что он выжил. Самым невероятным было то, что однажды он подарил дикому животному второй шанс, а спустя много лет это животное каким-то образом подарило второй шанс ему. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.